маленький и слабый народ не мог бы сохраниться со своей верой рядом с большими, сильными и богоборствующими. Вот, не мог бы, потому что Nimrod бы не дал. Такой вариант, он как бы становился положительным. Это было добро. То есть можно было сохранить, найти семя истинного предания и сохранить его как предание, как источник. Вот такая задача, такой смысл. Ну и вот хорошо. И так это произошло. Вот. В результате они перестали строить башню, потому что они уже не имели таких возможностей, таких сил. Вот, и перестали в результате понимать друг друга. Однако нельзя сказать, что вот это самое непонимание друг друга, оно как бы простирается до самых глубинных слоев. Вот. Этого тоже нельзя сказать. То есть мы должны осознавать, что есть довольно много моментов в области религии, культуры, да, которая указывает на наши общие корни. Я уже не говорю о том, что язык, вот, филологи говорят, что они видят как бы этот самый праязык, этот прасанскрит, корни которого мы находим во всех практически известных нам языках. Вот. Видим также и определенные остатки, ну, например, там, практика, несмотря на то, что религии разные, тем не менее, есть в них нечто общее. То есть там можно это найти. Никто не должен этого отрицать. Это факт. Вот. Например, там, скажем, жертвоприношение. Есть, скажем, в религии единобожия присутствует, да, и в пантеистических культах присутствует тоже. Вот. Можно найти еще и больше там всяких. Это не удивительно, потому что вот эта фраза, которая начинается 11 глава, на всей земле был один язык и одно наречие. Вот, то есть это одна культура. Она говорит о том, что так было. Вот, и, естественно, последствия того, что было, есть. Вот. Человеку свойственно говорить на том языке, который может его человечество объединить. Этот язык появится, он вновь проявится. Где-то есть. Вот. И в день Пятидесятницы мы увидим его еще одно явление. Ну, как бы вот такой смысл вот этой истории, строительства. Бытописатель разделил рассказ о родах, которые произвели дети Ноя, поговорив о Хаме, о Хамитах, о Хананеях, о ефетических народах. Но род Сима он выделил. Он его дал, он разделил род Сима, поставил в контекст истории Вавилонской башни. Несомненно, это он сделал не случайно. Это он как бы все прекрасно понимал. То есть сделал именно то, чего хотел. То есть как бы история род Сима, она находится как бы в тени этой самой Вавилонской башни. Она с ней очень тесно связана. В каком смысле? В том смысле, что мы только что сказали. Вот в смысле, почему Бог нашел, что лучше разделить и рассеять этот первичный единый народ. Вот. Однако род Сима становится той почвой, где будет сохраняться истинная вера, то есть религия единобожия, то есть та традиция, которой посвящен весь Ветхий и Новый Завет на самом деле. Ну, еще и больше, но мы это будем скоро уже с вами, наверное, даже сегодня прочтем. Нет, мы уже прочитали. Это благословение. Благословение, которое Ной сказал по поводу своих сыновей, что вот благословен род Сима, да, Сим, да. Вот, Ханаан же будет рабом ему. Вот. Что Ефет, да, придет, так сказать, в шатры Сима. Вот. И там он узнает
о симовом Господе Боге. Нужно было создать условия, при которых бы это могло быть так, чтобы Ефет мог прийти, вот, и с этой традицией познакомиться. Потому что то, вот, с чего он начнет, и то, куда он удалится от прежнего единства, не сообщит ему религии, традиции религии единобожия. Ну, давайте будем продолжать читать. Вы сказали, что мы все прочитали 11 главу на 12. Следовательно, мы все и прочитали. То есть до Авраама мы все прочитали. Верно, да? Да. Значит, мы остановились на том, что Фара, отец Авраама и дед Лота, вышел из Ура Халдейского. Значит, там был еще один вопрос, можно задать. Хорошо. Вот. Нужно на него ответить, Наташа. Где там готовится. Вот. Наташа, вот такой вопрос. Фара, кто он там в Уре Халдейском? Ты не была? Ну, ты не помнишь? Кто-то помнит. Жрец. Он был жрец, да, прошу вас, Игорь Борисович. Он был жрец, известно о том, что он, видно, носил, там были языческие башки, вот, и там указывается, видно о том, что однажды он осознал то, что эти башки это многобожие, и кланяться нужно единому Богу, которого... Вот насчет осознал, это его действия. Это не надо говорить, что осознал, потому что Бога никто не осознает. Никто и никогда. Появилось понимание, может быть, поэтому он своим действием сделал то, что он разбил этих башков и показал людям открыто, вот что он сделал. Еще и надсмеялся, так сказать. Да. Вот этим он запомнился. Да. Там, как говорит тело традиции, как бы это самая устная традиция, которая у нас тут передается, когда пришли, так сказать, растерянные жители Ура, сказали, что это? Сказал, кто это? Они спросили. Сделал это. Да вы у них спросите. Они скажут. Вот, а если не скажут, наверное, не слышали, не видели, вообще ничего не понимали. Вот это в псалмах потом будет отражено. Что это Давидов псалом, это замечательное, да, что вот как он, когда он насмехается над богами языков. Вот, он говорит, что ноги имеют и не пойдут, да, руки имеют и не возьмут, уши имеют и не услышат. Да. Мертвые боги. Да, ну, в общем, как бы этим он положил предел. Он не мог остаться. Что, собственно говоря, выгнало Авраама из Ура? Жить в Уре было отнюдь неплохо, если говорить, так сказать, об удобствах, там, о гарантиях каких-то, да. Вот. Но вот бывает так, что нас разделяет что-то, вот это вот разделение, да, когда мы не можем быть вместе. Потому что быть вместе, это значит быть воедино, а он не мог быть воедино. Хотя с точки зрения, вот, как жить, он не умел жить в чистом поле. Вот он был интеллигентом на самом деле. То есть человеком разлученным от всяких средств производства. Вот, он думал головой своей, вот, там поступал, производил какие-то действия. Но покидает Ур, однако очень интересно его покидает. Перечисляются его сыновья живые, то есть один из них умер, Арам, да, это отец Лота. Да. Вот. Он умер еще в Уре, на руках у своего отца. Фара выходит вместе с Авраамом и Сарой, которая была, как сказано, неплодна и бездетна. И более чем 70-летним Авраамом вместе со всем их, так сказать, достатком, какой там был собран, и Лотом, сыном Арама, внуком Фары. А вот Нахор, другой сын Фары, остается в Уре. Вот. Библия ничего не будет говорить, но мы потом его увидим, что он вдруг появляется в Харане. То есть, по-видимому, Нахор первоначально не
веры и не разделял той позиции, которую заняла часть семьи. Он позднее к ней присоединится. Так они выходят, и известно было, что Фара был позван в Ханаан. Кто его позвал? Кто помнит? Бог. Поэтому он не есть результат мысли, что Фара что-то понял. Вот. Это был Бог, это всегда результат откровения. То есть это есть всегда факт, который меняет жизнь. Если я что-то понял, то это отнюдь мою жизнь не меняет. Ну, в каком-то смысле разве что меняет. Но меняет жизнь редко откровение. То есть открылось нечто такое, что все переменило. Вот ему открылось нечто такое, и это был Бог. И он сказал: выйди из Ора. И он вышел. И сказал: иди в Ханаан. Но он пришел в Харан. Это пограничная область. Это область, которая сейчас находится в Сирии. То есть пограничная с Израилем как бы зона, гористая страна. И там вот ниже буквально еще немного и Ханаан, вот, нынешний Израиль. Но Фара туда не дошел. Вот, и остановился в Харане. И сказано: и умер Фара в Харане. Когда мы говорим о том, мы думаем о том, вот, о человеческой судьбе, то вот мы понимаем, что вообще-то все в руке Божьей. Что вот если бы Фара отправился, если бы он бы начал бы, то есть продолжал бы свое служение и пошел бы туда, куда указал ему Бог, вот, он хотел, чтобы он странствовал там, в Ханаане. В чем, собственно говоря, была проблема? Что это был подвиг, несомненно. То есть вообще-то решиться на такое, это не просто как бы лень, что вот как бы не хватило, дескать, там пороху, вот, это было просто как бы, как вот правиться, скажем, на досточке, да, в плавании. Жестокие же были. Ну, в общем, трудно сказать, в какой мере они были жестокие, но важно было то, что там у человека не было никакой опоры, никакой поддержки, ни в ком. То есть могли сделать все. То есть существовало города-государства, вот, большие пространства, которые формально как бы относились к владению какого-нибудь царька, который сидел там в городе. Вот. И существовало соглашение, которое не поддерживалось никаким явным законодательством, что, скажем, проходящие или пасущие скот, то есть нельзя было жить оседло, а можно было жить именно кочевнику. То есть он не мог там иметь своей земли, которая бы он задержался, ибо у него там не было земли. Он должен был кочевать, он должен был не задерживаться больше определенного времени в одном месте, потому что если он задерживался, то возникала, так сказать, проблема. То есть могли прислать полицию, там войско какое, и просто сказать, вообще, любой сматывайся, а вещи оставь тут. То есть как бы вот такая была история. Вот. И для того, чтобы на это решиться, человек, который не был никогда кочевником, никогда не пас скот, это было очень серьезно. Каждый может примерить на себя. Вот Фара не смог. Он пришел по границе этого места и остановился в Харане. Вот. И поскольку он не смог, он там умер. Потому что я так думаю, это, естественно, догадка, вот это нигде не написано, что если бы он перешел бы эту границу и пошел бы в Ханаан, он был бы жив. Я, конечно, не знаю сколько это было бы нужно в тех целях, но как бы он для себя решил, что не пойдет. И, видимо, это положило границу его жизни. Она как бы просто лишилась этой перспективы и не стало смысла жить. Вот. И дальше Бог обращается, тот самый Бог, который позвал Фару из Ура, он обращается к Аврааму и говорит ему: выйди из родства твоего и из дома отца твоего, и следуй в землю, которую я тебе покажу. Давайте читать. Глава 12. И сказал Господь Аврааму: выйди из земли твоей, из
отца твоего в землю, которую я тебе покажу. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Вот такое обетование. Бог явился Аврааму и сказал: выйди из своего родства и покинь дом отца. То есть у него не было конфликта со своими родственниками. Они были действительно единой семьей. Это показывает совместный приход из ура. Однако он услышал призыв. Призыв потребовал оставить эту самую семью, к которой он был действительно привязан. Эта привязанность никогда не перестанет существовать. То есть она останется в Аврааме навсегда. В частности, мужчины из рода Авраама будут брать себе жен именно оттуда. Вот. Это будут потомки, это будут женщины из семьи Нахора. Вот. Тут они будут возвращаться туда. Вот. За этим. Это будет указывать на то, что у них действительно общий корень, общая вера, один Бог. Но Бог желает, чтобы Авраам вышел. И вот Авраам вышел, он пошел. И Бог, обещая ему, давая ему, как бы так сказать, он вступает с ним в договор. Он говорит, что ты будешь, вот, и я произведу от тебя великий народ, и будешь ты в благословении. И благословятся в твоем имени все племена земные. И те, которые ты будешь благословлять, я благословлю, вот, а проклинающих тебя я прокляну. И Авраам пошел. То есть он ему обещал, Бог обещал Аврааму, во-первых, что из него возникнет народ, то есть родятся. Да. Но мы знаем точно, что Сара была неплодна и бездетна. Вот. И в его жизни у него это будет некая серьезная проблема, которая будет иметь человеческое и божеское измерение. Это наша задача, мы будем это читать, вычитывать. Но самое главное, что от Авраама в смысле естественный, по естеству, никогда никакого великого народа не возникло. Когда вот это писалось, вот это, то, что мы сейчас с вами только что прочли, Израиль никогда, потомки Авраама, которые стали Израилем, потом они называются евреи, иудеи позднее, ни в какие времена, как и сейчас, это был очень небольшой народ. Вот. Ничем таким не примечательный в смысле там какой-то силы, или какой-то потрясающей культуры, или еще там какого-то того качества, которое можно там, скажем, мерить и гордиться. Вот. У них не было этого. Вот. Все, что у них было, это был Бог. Однако это пророчество исполнилось, как это у нас говорят на жаргоне, стопудово. Потому что от Авраама действительно произошел великий народ, но только не из чресла. То есть не по естеству. Вот. Это христианство, это иудаизм, естественно, это христианство и это мусульманство. А это, вы себе представляете, о каком народе идет речь, действительно. Вот. Благословятся имени Твоем все племена земные, и все его будут благословлять, так оно и есть. Мусульман Авраам тоже начальник веры, так же, как и у христиан и иудеев. В этом смысле вот он точка, он фокус, так сказать, этого начальничества всего. Так что вот это такое место, поразительное. Авраам последовал. Когда они это писали, в 500 примерно, за 500 лет до Рождества Христова, ничего не говорило о том, что так будет. Насчет всех племен. Они всегда были маленькими, все время плененными, там какими-то. Вот, не было никаких оснований для такого пафоса. Тем не менее, мы видим, этот пафос сохранен, традиция это передана, и вот она. Сегодня мы видим, что это так. Так же, как вот это пророчество Ноя в отношении веры Сима. Вот так мы здесь видим призвание Авраама и обетование ему вот этого поразительного размножения. Да, он станет начальником веры. И Авраам пошел. Здесь есть самый главный вопрос, собственно говоря, с чего, собственно, начинается важнейшая завязка в духе. Вот. Что
Бог лицеприятен, что он обратился именно к Аврааму. Что это все значит? Что Бог почему-то... Это не Авраам искал Бога, но Бог его нашел. И сказал: Авраам, вот, выйди. Авраам его не искал. Вот, Бог нашел. А как он мог его найти? Почему не кому-нибудь другому? Вот. Потому что это было бессмысленно. Авраам был готов. То есть он, можно сказать, этот путь, вот, это как бы тропа богообщения у Авраама уже существовала, она была протоптана. То есть Авраам обращался к Богу, и Бог открывался Аврааму, так же, как и в Фаре. И вот в этом опыте, в опыте веры, да, становится возможным вот это откровение. И Бог может сказать: последуй за мной. Мы знаем, что чаще всего человек, когда он, если даже слышит это обращение, и может в какой-то момент этого обращения, может придать ему, ну, как бы, тот действительный смысл, то есть, как бы, действительный масштаб этого обращения. Проходит немного времени, веры нет, и как бы все затухает, все становится как бы чем-то таким, как во сне. То есть, как бы, вот, когда ты видишь сон, вот, в момент, когда ты это видишь, что все как бы очень резко, актуально и сильно, но вот уже развиднилось, и ты пошел там куда-то, там, не знаю, там зубы чистить, да, потом на работу, вот, и все куда-то стало уплывать, уходит. Вот. Мы говорим слабый опыт веры. То есть Бог, как бы, так сказать, не является там регулярно и сильно для того, чтобы сделать это чем-то таким, вот, что нельзя оставить, забыть. Вот. Нужно, чтобы это была постоянная практика. Вот в Аврааме это и есть. У него не будет никакого другого достоинства, по которому он будет прославлен. То есть он не будет героем, он не будет ничем таким, вот, за что прославляют иногда людей, вот, а только за веру. Это все его главнейшее его достоинство. Вся слава Авраама в этом. И он сумел это не только как бы пережить, но и передать. То есть в нашей традиции, если мы можем говорить и свидетельствовать о таких вещах, то мы говорим как бы, и свидетельствуем о том, что получили. Вот, и получили мы в предании вот это. И обязаны все этим ему. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую. И пошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Мора. В той земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулись они к горе на восток от Вифиля. И поставил шатер свой там, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. То есть он пошел, как я вам сказал, от Харана, то есть от сирийской границы, от севера, да, и вниз, как бы он пошел к югу. Вот. Города эти, Вифиль и Гай, это города, которые известны на карте, вот, они и сейчас есть, вот, то есть, ну как бы, да. Их сейчас нет, вот. Сихем, который здесь упоминается, он есть, он называется у них Сихем, вот. Это современный, как бы, израильский город, там, сейчас территория, вот, территория палестинская. Вот, но там он есть, эти города Вифиль и Гай, они существуют на картах древнего мира. Ну, сегодня там, может быть, есть какое-то поселение, но не такое, с другим названием. Однако место, где находится Вифиль и где находится Гай, мы знаем точно, то есть можем этот маршрут как бы воспроизвести более или менее понятно, как он шел. И был голод
там, потому что усилился голод в земле твоей. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, эта женщина прекрасная видом. Это неудивительно. Сара по христианскому летоисчислению, она младше Авраама на год, по еврейскому на 10 лет. Там есть расхождение. Ну, по-любому, сегодня, если Авраама 75, то сегодня, значит, там грекиня, что ей как минимум вот, лет 65, и она женщина прекрасная видом. Вот. Здесь нет ничего удивительного, потому что они жили тогда лет так примерно до 150. То есть Авраам проживет больше 140 лет, вот, а Сара проживет как минимум 130. То есть она женщина среднего возраста, говоря нашим языком, что вполне возможно. Вот это как бы, так сказать, традиция, будем говорить, не наша, но удивляться здесь нечему. И это никакая не натяжка, а просто реальность. То есть она действительно такая. Вот. Кроме всего прочего, она не была матерью, и вообще Господь ее как бы вообще сохраняет и готовит ее к тому, что она еще должна, так сказать, забеременеть и родить сына и кормить его грудью. Вот. И так все будет. И это произойдет около 100 лет. Вот. Когда это будет около 100 лет. Вот. Так это будет. То есть это уже тогда, по их представлениях, это было поздновато. Вот. То есть это было тогда, когда уже они не рождали, даже они. Вот. Но с ней это произойдет именно это. Вот. Поэтому вы не удивляйтесь. Относиться надо к этому тексту, что они пишут действительные все вещи, таковы они были. И так был голод. И посмотрите, обратите внимание, что за человек Авраам. И поднялся, да, и был голод, и сошел Авраам в Египет, пожить там. То есть Господь его не позвал в Египет, напротив, Господь сказал ему, чтобы он странствовал в Ханаане. Но в Ханаане наступил голод. Египет был страной, ну как бы это была великая держава того мира. И в частности, среди того, что делало их великими, было гарантированное земледелие с системами орошения. То есть там получал в любую засуху, в Египте был урожай, потому что там как бы это все. Это была мощнейшая, как бы, так сказать, страна, которая много чего производила, и в частности производила продукты питания. Вот там был хлеб. Вот туда отправился Авраам, потому что был голод. И он вступает со своей женой. Вот такой, сейчас мы будем читать договор. Ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. Насчет того, что сестра, то я вам говорил, что они действительно брат и сестра, у них один отец и разные матери. Вот. То есть Фара является отцом Сары и отцом Авраама, а матери, соответственно, у Авраама и Сары разные, они здесь не упоминаются. Вот. Но это сказано, вы будете читать это. Мы будем это позднее здесь в Библии будет сказано, ну а в других источниках это просто сказано. Сразу, вот, но вы не поверите. Итак, причина его отправления в Египет было нежелание терпеть голод в Ханаане. Большая часть жителей Ханаана осталась в Ханаане, они же не пошли в Египет жить там. Вот. То есть выжить было можно, но было трудно. Авраам отправляется туда. Ну, тут как бы есть один момент, который указывает, он связан с его верой. Вот. А другой момент вызывает выглядит крайне сомнительно в нравственном смысле. Потому что он отдает свою жену в гарем фараона.
фараон ее не дотронется. Вот. Но сам, так сказать, поступок вызывает большие сомнения. Вот, например, Наташа сидит грустная. Ей бы точно не понравился бы такой поворот, я уверен. Вот. И мало кому понравился. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошади, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя? Я взял было ее себе в жену, а теперь вот жена твоя, возьми и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Выставили его, значит, из Египта, после того, как фараон заболел. Так что ему в этой болезни открылось из-за чего. То есть, когда, видимо, фараону пришло на ум совокупиться с Сарой, вот, то, значит, поразила его тяжкая болезнь. Так что он даже и понял, от чего это. Вот. И вот после того, как он понял, он сделал этот шаг. Вот как бы такой ход, такое как бы движение Авраама. Ну, во-первых, Авраам, он как бы имеет надежду, что Бог защитит его. То есть, если верно было его слово о том, что от него произойдет великий народ, то значит он не умрет. Однако Бог его в Египет не посылал. Здесь ясно сказано, что это он сам сошел в Египет. То есть не было ему откровения, сказали: вступай в Египет. Вот. Напротив, ему было сказано: странствуй в Ханаане. Вот. Он туда пошел сам. Он туда пошел сам и как бы полагаясь, то есть видно, что он человек самодеятельный, склонный, так сказать, к непослушанию на самом деле, а к самодеятельности, очень талантливый, очень умный, очень рационалистичный на самом деле. То есть это человек, который все прекрасно умеет считать. У него будут идти очень хорошо дела. То есть скота будет много, и хозяйство его будет процветать. Это признак, так сказать, здравомыслия, рационализма, рачения, ну и всякого такого, что мы обычно как бы присоединяем, когда вот такой вот успех как бы житейский. Мы видим, что он привязан на самом деле к жизненным благам, что он не хочет голодать в Ханаане. Потому что, ну, какой-то был случай, ну, было мало хлеба, ну, это значит, что хлеб стоит очень дорого, что все, скажем, обеднеют, много скота попадет. Но люди терпят. Да, потом, кстати, обстоятельства меняются, вот, и опять, значит, Авраам не захотел ничего этого терпеть, я пошел в Египет. В Египте он повел себя вот так. То есть он, как бы, так сказать, выстроил некую крепость, которая выглядит крайне сомнительно с нравственной точки зрения. И Библия, бытописатель, не склонен скрывать этого. То есть он хочет это показать. Почему? Потому что выступит наконец то главное, да, что вот святость это не то, вот, что абсолютная непорочность, когда, скажем, человек имеет просто ничего, вот, к чему можно было, как это сказать, прицепиться. Вот. А будет только одно обстоятельство, которое приводит к его освящению, это вера. Вера и надежность на Бога. Вот, вот это только. То есть он не герой, то есть он не что-то такое, что вот, то есть, ну, не поступают. Многие и так не поступили бы на его месте подобным образом. Не поступили бы. А он так поступил. И он сделает это еще. Да, кстати сказать, в Библии имеется такое удивительное явление. Оно названо у нас там в Библии, оно названо циклическое время. Когда у человека есть проблема, то время как будто повторяется. То есть там будет опять такой же расклад. Вот. И все повторится. И
потом Авраам так и уйдет, он как бы, так сказать, а потом он повторится на его детях. Это же история, вот это же. Глава 13. «И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним на юг. И был Авраам очень богат, скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, которое он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, тоже был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лотова. И хананеи и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: да не будет раздора между мною и между тобою, и между пастухами моими, и между пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Когда ситуация, тут, значит, она как бы рисуется здесь, эта форма, что вот они очень близкие родственники, и они кланяются, они вместе, как бы, так сказать, они являются поклонниками единобожия. Единый Бог есть Бог Авраама и Лота. Однако непоместительность земли не является поводом для разделения, а предлагается именно разделение. То есть можно было бы сказать, ты будешь странствовать, тут ты будешь пасти, там, скажем, с левой стороны этого хребта свой скот, а шатры будут стоять вместе, да? А я буду спасти с правой стороны, там, если действительно, чтобы не было. Но они говорят, давай разделимся. Значит, если предложение разделиться, значит, есть причина для разделения. И мы ее скоро увидим, эту причину. Но она есть. И эта причина совсем не в непоместительности земли. Она находится в области нравственности, то есть в области именно в области исповедования. Вот там лежит причина для разделения Авраама и Лота. Авраам предлагает, поскольку инициатива исходит от Авраама, Авраам предлагает Лоту выбор. Куда хочешь иди, да? Вся земля перед тобой. Если ты сюда, то я туда. А если ты сюда, то я туда. Вот. Так предлагается Лоту выбор. И вот сейчас, когда Лот будет выбирать, мы поймем вот, природу разделения между Лотом и Авраамом. Можно спросить, а Лот с Авраамом вместе в Египет шел? Неясно. По-видимому, да. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся от Сигора орошалась водою, как сан Господень, как земля индийская. То есть здесь говорится о том, что в течение, в долине Иордана существовала как бы некие оросительные системы наподобие того, как это в Египте. Но в Египте это было как бы очень мощно. Вот, а там это было, по-видимому, вот в той зоне, где сейчас Мертвое море. Ну, кто был, я не знаю, наверное, кто-нибудь был в Израиле? Да. Вы были, да? Вот. Значит, место Содома и Гоморры – это место, куда впадает, там, сейчас там уже ничего не впадает, сухое русло Иордана, как бы впадает в это самое Мертвое море соленое, там просто солевой раствор такой. Тогда, когда, видимо, когда здесь идет речь об этом, Иордан тек дальше. То есть видно, что
что геологически вот то место, где русло Иордана, и где Мертвое море, оно ниже, по-моему, на 400 метров, чем ноль. То есть оно ниже морского уровня, метров на 400. Вот. И там видно, если посмотреть как бы на карту, что это разлом на самом деле. То есть там была такая страшная геологическая катастрофа. Вот. Иордан больше не течет за пределы Мертвого моря. Видимо, он впадал еще, он тек дальше, впадал в Красное. Можно думать так. Вот. Ну, это вообще непонятно. То есть нам на карте мы этого не посмотреть не сможем, но скорее всего именно так обстояло дело. Вот. И вот эта и область, как бы, это примерно центральная часть, как бы это центральная часть. Это не очень далеко от Иерусалима, примерно там 20 или 40 где на автобусе. Вот Мертвое море. Вот эта зона была хорошо орошена. То есть сейчас мы не видим никаких следов этого, никаких признаков этого нет. То есть там иудейская пустыня с одной стороны. Вот. Значит, там, сейчас там два хребта, значит, вдоль Иорданских долин, один хребет, это так называемые иудейские горы, а второй хребет, подобные горы, они чуть повыше, чем иудейские горы, это горы, которые находятся в Иордане. Там больше пресной воды, потому что они выше, там больше влаги атмосферной задерживается и производится, значит, там запасы воды пресной лучше. Вот, с этой стороны, с правой стороны, если смотреть по течению Иордана. Вот это иудейские горы, и между ними это иудейская пустыня, весьма мрачное место. Вот, это такие, там не песок, а там просто такие известковые такие шишки, по которым джип не проедет. То есть непонятно, как идти. Даже, то есть пешком непонятно, как идти, потому что они там ростом примерно не по пояс. Это вот такие вот как бы шишки везде. Автомобиль самый там такой вездеходный не пройдет. Вот, только мелкий скот или верблюд или лошадь может как бы двигаться на таком рельефе. Вот, вот такое оно. Но, по-видимому, было время, когда прибрежная часть Иордана была хорошо орошена. Итак, вот такое увидел Лот, как сад. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешные перед Господом. Вот такая ремарка. Вот. Знал ли об этом Лот? Несомненно. Вот. Однако избрал себе это место для жительства. Это указывает на самом деле на природу их разделения. Потому что когда случится событие, ну, я не хочу его, как бы сказать, называть, здесь оно так было недалеко, рядом, война наступит, и Лот пойдет в плен. Вот. Когда против царя Содомского и Гоморского будут воевать другие цари, и победят их, вот, и захватят в плен Лота, который жил, как бы сказать, пред стенами Содома. Вот. И Авраам погонится, вот, и отобьет Лота. И когда царь Содомский скажет вот то, что он скажет, вот, то Авраам ему выдаст такое, вот, что, как говорится, мало не покажет. Ну, вообще будем читать. То есть из него видно, что он бы там не жил ни при каких обстоятельствах. То есть он бы такого выбора не сделал. В этом была проблема. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. И если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе
поселился у Дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Вот после разделения слова мы видим, Бог явно удовлетворен поступком Авраама. Он удовлетворен этим разделением и тем выбором, который сделал себе Авраам. Следует откровение и подтверждение того обетования, которое, в принципе, мы уже читали с вами. Это его второе подтверждение. И было в дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Эламского, и Фидала, царя Гаимского, пошли они войной против Беры, царя Содомского, против